Всем привет, ребята! Надеюсь, что вы соскучились по моим видео, потому что я немного расслабился. Как я уже неоднократно говорил, дачный сезон никто не отменял, как и работу в реальной жизни. Но сейчас у меня появилось немного свободного времени, и я снова хочу порадовать вас новым контентом. Постараюсь выделить пару дней, чтобы записать для вас несколько видео. Хотя если посмотреть на активность, на прошлой неделе я все-таки успел для вас снять 4 видео. А на этой неделе как минимум постараюсь снять 3 ролика для вас. И одно из обещанных видео – это разбор мероприятия «Воспоминания о грезах». Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео. Мне будет приятно понимать, что вы действительно соскучились по моему контенту. Ну и, конечно же, чем больше будет активности под видео, тем больше у меня мотивации продолжать для вас снимать новый контент. А теперь давайте начинать. Само мероприятие для нас уже далеко не новое, но отдельного видео с информацией по нему я раньше не делал. Честно говоря, раньше я не особо любил мероприятия такого формата. И в моем случае мне активно помогала проходить данное событие либо тетушка Эрис, либо моя жена. Но сейчас я решил немного глубже разобраться в данном событии. Тем более, что периодически получаю от вас вопросы на данную тему. При этом полноценное прохождение события я показывать сегодня вам не буду. В последнее время у меня этим занимается жена. Если вам интересно посмотреть, как именно проходят этапы, либо вы хотите, чтобы я отдельно выложил ролики по каждой из главе, которые будут для нас доступны, я могу делать отдельный шортс, где покажу вам прохождение каждого из них. Ну, честно сказать, мне кажется, легче будет просто для вас выпускать отдельные ролики по каждой главе. Так что, если вам такой формат будет интересен, обязательно об этом напишите в комментариях. И я тогда подумаю, как грамотно для вас выложить данный ролик. Основная цель сегодняшнего видео – обсудить само событие, поделиться своими рекомендациями и, самое главное, рассказать о своем видении доната в этом мероприятии. Итак, начнем с правил события, которые вы можете посмотреть в данном меню. Тренировку сегодня мы с вами разбирать не будем. Думаю, вы прекрасно знаете, как она работает. Каждый сезон события состоит из нескольких глав, внутри которых находятся цепочки воспоминаний. Начинать необходимо с первой главы и проходить все испытания по порядку. Для начала каждой главы нам потребуется сушеная рыба грез. Это основная валюта события. Ее количество зависит от номера главы. На первой главе вам необходимо потратить 10 рыб, на второй 20, на третьей 30, на четвертой 40 и на пятой 50. И начиная с пятой главы, для каждой последующей также потребуется по 50 рыб. Всего существует 4 сезона этого события. И как я уже говорил ранее, если вам будет интересно, я могу сделать отдельное видео по каждому сезону с прохождением. Но сегодня мы с вами разберем именно одно из них. В целом механика во всех сезонах одинаковая. Наша задача проходить этапы и получать за это награды, о которых мы с вами поговорим немного позже. Каждая глава состоит из нескольких этапов, которые необходимо проходить по порядку. Чтобы пройти испытание, необходимо найти все необходимые предметы до того, как закончится время. А чтобы завершить главу, необходимо успешно пройти каждый ее этап. Если вы провалили хотя бы один этап, проваливается вся глава. Ваш прогресс сбрасывается, и вам снова потребуется использовать сушеную рыбу грез, чтобы начать испытание. В начале события мы с вами получаем 20 сушеных рыб. Также при провале испытания нам возвращается часть использованной рыбы. Определенное количество сушеных рыб грез обычно возвращается, когда вы проваливаете испытание главы, в соответствии со следующими правилами. В первой главе возвращается 10 сушеных рыб грез, во второй главе 16, в третьей 18, в четвертой 16, в пятой главе возвращается 10 сушеных рыб грез, и в главах 6 по 10 сушеные рыбы грез не возвращаются. Но, честно говоря, сильно рассчитывать на это не стоит. При нормальном прохождении большинство из вас без особых проблем сможет проходить этапы без необходимости постоянно получать возвраты. Теперь немного поговорим о подсказках. Подсказки – это самый быстрый способ найти необходимые предметы на этапе. Некоторые этапы дают определенное количество бесплатных подсказок. Также дополнительные бесплатные подсказки можно получать при добавлении времени. Если же мы проваливаем этап, то за счет использования колокольчиков грез мы с вами можем получить небольшое количество времени и повторной возможности пройти испытание. Думаю, вы прекрасно понимаете, о каких колокольчиках идет речь. У меня, как вы видите на экране, сейчас их накопилось уже 1800 штук. При этом я практически не донатил в данное событие. При грамотном прохождении этапов колокольчики постепенно накапливаются за счет активного участия. Поэтому при нормальной игре их количество у вас должно только оставаться в плюсе. Дополнительное время также можно получать после каждого провала. Но здесь есть один важный момент. Каждое последующее добавление времени будет требовать все больше колокольчиков грез. По своему опыту могу сказать, что даже сложные этапы зачастую можно пройти. И максимум использовать колокольчики для того, чтобы взять дополнительное время. Теперь давайте поговорим о наградах. С каждым успешно пройденным этапом финальная награда за главу будет пополняться дополнительными призами. После завершения главы вы автоматически получите все накопленные награды. Но если вы проваливаете испытание главы, дополнительные призы, которые были собраны за эту главу, будут потеряны. Поэтому ваша задача на каждом этапе стараться дойти до максимальной награды, которая обозначается вот таким облаком, который вы сейчас увидите на экране. Первые этапы
будут относительно простыми, а затем сложность будет постепенно увеличиваться. И чем дальше мы продвигаемся, тем больше становится количество этапов в главе. Думаю, с основной механикой мероприятия здесь все понятно. Теперь давайте поговорим про экспресс-режим. Он становится доступен при выполнении определенных условий. Когда ваше государство завершает 5-й или более сезон «Воспоминания о грезах», у вас появляется возможность пользоваться этим режимом. Кроме того, необходимо достичь 10-го уровня или выше по итоговому результату события, который вы можете посмотреть в данном меню. Экспресс-режим можно активировать только до начала главы. Если вы уже начали главу в обычном режиме, переключиться на экспресс-режим у вас уже не получится. А главное преимущество экспресс-режима заключается в том, что вы можете мгновенно зачистить все этапы главы и сразу получить награды. Ну, конечно же, за такую возможность необходимо будет платить. При использовании экспресс-режима расходуется сушеная рыба и колокольчики грез, причем количество зависит от главы. По информации, которую мне предоставили ребята из телеграм-канала, расход выглядит следующим образом. За прохождение первых 2 глав потребуется 10 рыб и 100 колокольчиков. На 3-й главе расход увеличивается до 200 колокольчиков. На 4-й главе расход увеличивается до 300 колокольчиков. А начиная с 5-й главы и выше, расход будет только увеличиваться. На 5-й главе вам необходимо будет 400 колокольчиков. И как вы видите, в моем случае на 6-й главе, чтобы ее открыть, мне необходимо 50 рыб и 600 колокольчиков. И с каждым увеличением главы количество колокольчиков будет увеличиваться. И, ребята, честно скажу, это довольно-таки большое количество. В разрезе рыб количество остается неизменным, а вот в разрезе колокольчиков необходимо использовать довольно-таки большое количество. Я уже говорил в одном из предыдущих роликов, что скорее всего буду проходить это мероприятие в обычном режиме. И сейчас своего мнения я не поменяю. На мой взгляд, на сегодняшний день экспресс-режим слишком затратный для игроков со средним донатом, и тем более для тех, кто играет практически без доната, либо вовсе без него. Колокольчики грез на самом деле не так уж и просто накапливать. Я сам использую их довольно-таки редко в каждом событии. В основном активнее этим занимается моя жена. Как раз она любит проходить данное мероприятие. Касательно данного обменника, тут вы должны понимать, что вы можете использовать вашу сушеную рыбу для того, чтобы обменять на колокольчики. Смысла в этом абсолютно я никакого не вижу. Поэтому мой совет остается прежним. Если у вас нет большого запаса колокольчиков, лучше проходить события в обычном режиме и не тратить их без необходимости. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе это будет гораздо выгоднее. Я думаю, что этот экспресс-режим будет работать как в рыбалке, либо в снегоуборщиках. Но тут смысла в этом я абсолютно не вижу. Касательно данного обменника, я вам уже ранее говорил. Рыба у нас всегда в дефиците. Ведь именно одна необходима для прохождения глав, поэтому тратить ее на колокольчики, на мой взгляд, совершенно невыгодно. Теперь касательно наград. Я думаю, вы их прекрасно и так знаете. За прохождение каждой главы, а всего в сезоне доступно 10 глав, мы с вами получаем награды, которые вы сейчас увидите на экране. Кроме того, за участие в событии мы с вами получаем скин на остров, гнездо мечты. И здесь есть важный момент. Этот скин нельзя улучшать обычными универсальными фрагментами украшения острова. Для его улучшения используются специальные фрагменты, которые мы получаем именно за активное участие в данном событии. На сегодняшний день мой скин уже находится на 5-м уровне. Как я говорил ранее, я не особо активно донатил в это событие, поэтому рано или поздно просто продолжаю участвовать в нем и смогу довести его до 10-го уровня. Но к вопросу прохождения самого события мы еще вернемся немного позже. Еще один важный момент – это ежедневное задание. За активное участие в событии мы с вами получаем дополнительные награды, которые вы сейчас увидите на экране. Обратите внимание, эти задания обновляются каждый день, поэтому ваша задача по возможности забирать все доступные награды. А если у вас есть возможность сделать небольшую донатную покупку, то даже самый дешевый вариант за $1 будет уже достаточным. Тем более сейчас у нас с вами проходит мероприятие «Лавка разноцветного льда», поэтому некоторые активности можно совмещать между собой. А к моим любимым расчетам мы с вами вернемся немного позже. Теперь давайте пройдемся по основным этапам события. Одна из наших ежедневных задач – это проходить парное задание «Сплочение грез». Вы можете объединиться с товарищами своего альянса или с любым другим игроком сервера и вместе пройти данный ежедневный этап. Причем награда не зависит от результата прохождения. За сам факт участия вы получаете награды, которые вы сейчас видите на экране. Поэтому сильно заморачиваться с рейтингом в данном разделе я не вижу смысла. Награды по сути одинаковы, вне зависимости от того, какое место вы займете по итогу мероприятия. Всего за день доступно 20 попыток, но ваша задача активно сыграть 2-3 раза в событии в течение дня. И этого вполне достаточно. Нет никакого смысла пытаться проходить по 20 раз в день. Просто играйте события и забирайте свои награды. Ну а теперь давайте поговорим о донате. В данном мероприятии у нас несколько есть платных вариантов, в том числе пакеты за 5 и $10. При покупке пакета за $5 мы с вами получаем бонус опыта воспоминаний.
К нему мы с вами вернемся немного позже. Но сейчас меня в первую очередь интересует другое. Сколько сушеной рыбы грез мы вообще можем получить бесплатно и сколько глав благодаря этому пройти. Итак, сколько мы с вами рыбы можем получить бесплатно? Давайте считать. В бесплатном разделе «Странник грез» мы с вами получаем 60 рыб грез. На старте события мы с вами получаем дополнительно 20 рыб. Кроме того, за каждый день в игру, а именно за вход, мы получаем с вами по 50 рыб. Событие длится 3 дня, поэтому 50 умножаем на 3 – это 150 рыб. Добавляем стартовые 20 – это 170 рыб. Плюс 60 из раздела «Странник грез». И итого у нас получается 230 рыб. И еще есть первая бесплатная опция, где мы с вами получаем дополнительные награды и еще 10 сушеных рыб грез. Итого мы с вами получаем 240 рыб. То есть без учета дополнительных покупок мы можем с вами получить 240 сушеных рыб грез за одно событие. А сколько же нужно для прохождения глав? Теперь посмотрим, сколько рыбы необходимо для прохождения. В первой главе необходимо 10 рыб, во второй 20, в третьей 30, в четвертой 40, в пятой 50, в шестой, седьмой и так далее по 50 рыб. Итого получается 250 рыб нам необходимо для того, чтобы пройти 7 глав. А бесплатно мы получаем только 240 рыб. То есть нам не хватает всего 10 рыб, чтобы пройти 7 главу. Вот как сейчас у меня по формату 6 главы, завтра я получу 50 бесплатной рыбы, и по такому же формату у меня будет и 7 главой. И вот здесь, на мой взгляд, разработчики как раз оставили нам небольшой крючок для доната. Где взять недостающие 10 рыб? Как вы знаете, неиспользованная сушеная рыба по окончании события не переносится на следующий сезон, если она находится в этом меню. И тут есть два варианта. Первый – это просто смириться с тем, что часть рыбы пропадет, и вы остановитесь на 6 главе. А второй вариант – это использовать одну из донатных опций. И вот тут у нас в пакетах есть рыбные консервы грез. И тут важный момент. Эти консервы не пропадают после окончания события. И мы можем хранить их и использовать тогда, когда они нам действительно понадобятся. У меня, например, сейчас есть одна такая консерва. Именно поэтому мой подход к донату в этом событии выглядит следующим образом. Я делаю одну покупку за $5. Получаю необходимые рыбные консервы и благодаря этому могу закрывать недостающую рыбу в нескольких последующих сезонах. Поскольку событие проходит примерно раз в месяц, одна такая покупка фактически растягивает на несколько месяцев. То есть мне не приходится каждый месяц покупать новый пакет. А стоит ли вообще донатить в это событие, каждый уже решает сам. Можно взять либо эту донатную опцию, либо же можно взять эту с бонусным опытом. Но лично для меня вариант с VIP-очками выглядит немного интереснее. Но если говорить именно о ценности этих двух пакетов, то, честно говоря, оба варианта не кажутся мне особо выгодными. Но опять же, мы с вами получаем рыбные консервы, которые позволяют нам закрывать недостающую рыбу сразу на несколько сезонов вперед. Плюс за прохождение главы мы с вами получаем награду, которую вы сейчас видите на экране. А за $1 получать данные награды, согласитесь, в целом выглядит очень перспективно. Поэтому мой общий донат в этом событии выглядит следующим образом. Я делаю донатную опцию в разрезе $5 один раз на 5 сезонов. И все, больше смысла донатить в это событие я для себя не вижу. По итогу, давайте еще раз посчитаем. Без доната я смогу спокойно пройти первую, вторую, третью, четвертую, пятую и 6 главы. То есть всего 6 глав. Сейчас у меня пройдено 5 глав. Завтра я получу 50 рыбы. Я смогу пройти 6 главу. Но благодаря одной дополнительной покупке я получаю недостающие 10 рыб и смогу закрыть еще 7 главу. Мы с вами получаем награды, которые находятся в этом меню. И также получаем награды за данную главу. И по факту получается, что мой дополнительный расход на все это событие составляет $1 в месяц, если распределить покупку на 5 сезонов. Поэтому лично для меня это тот предел, на котором я останавливаюсь. В моем случае это минимальный донат, максимум пользы и никаких лишних трат. И еще буквально в 2 словах хочу обсудить с вами раздел «Дорога воспоминаний», который вы все прекрасно знаете. Наша задача участвовать в событии воспоминаний о грезах, зарабатывать опыт воспоминаний и благодаря этому повышать уровень дороги воспоминаний. Это позволяет нам получать дополнительные и более ценные награды. При этом уровни дороги воспоминаний не сбрасываются. Они продолжают повышаться с каждым новым участием в сезонах события. Поэтому наша с вами задача постепенно набирать опыт воспоминаний и достигнуть максимального уровня, после которого открываются награды бесконечного уровня, а также дополнительные призы за определенное количество накопленного опыта. Как вы видите, в данном меню есть специальная шкала. В моем случае сейчас открыт 17 уровень, и у меня уже накоплено 560 опыта воспоминаний. Получаем мы его, как я вам говорил уже ранее, за счет прохождения глав. Думаю, здесь все понятно. Что касается промежуточных наград в данном меню, то в целом выглядят они неплохо. Но если выделить действительно интересные награды, то в первую очередь это, конечно же,
будет интересно для любителей декора. На 10 уровне мы с вами получаем рамку аватара. До этого также идут различные промежуточные награды, в том числе и островной скин, о котором мы с вами говорили ранее. На 15 уровне мы с вами получаем именную табличку. На 25 уровне мы с вами получаем облик марша. А на 35 уровне мы с вами получаем уже полноценный облик города. Многие девушки из нашего телеграм-канала, кстати, очень хорошо оценили данный скин. Ну а ребята, мое отношение к декору вы и так прекрасно знаете. Да, выглядит он действительно неплохо. Но для того, чтобы получить его быстрее, придется значительно активнее донатить в это событие. А я, честно говоря, никуда не спешу. Как в снегоуборщиках не спешил, так и в рыбалке. Получить этот скин через месяц или через полгода, или даже через год для меня совершенно не принципиально. Да, по сути мы получаем дополнительные награды и различные промежуточные скины, о которых мы с вами говорили ранее. Но, ребята, спешки здесь абсолютно никакой нет. Поэтому, как я говорил вам уже ранее, мой вывод вы и так прекрасно знаете. Донат в этом событии у меня минимальный. При старте события я могу потратить $1 на дополнительную опцию, а также, как говорил уже ранее, покупаю один пакет. Идет покупка за $5 пакета, который растягиваю на 5 сезонов участия в событии. У меня остались рыбные консервы на один раз, которые использую завтра. И уже при старте следующего события я возьму один из доступных пакетов в игре. Теперь давайте подытожим. Я побегу играть в мероприятие «Безумный Джо», который у меня только что начался. Про экспресс-режим в основном я получил отрицательные отзывы от игроков. И лично я свое мнение тоже не меняю. Я не вижу смысла в нем, слишком дорогой расход выходит в колокольчиках грез. Если бы прохождение сложных глав в экспресс-режиме стоило, например, 100, либо там 150 колокольчиков, тогда, возможно, в этом была бы определенная логика. Но когда за более высокие главы приходится отдавать от 400 колокольчиков, то это слишком дорого. Поэтому на сегодняшний день я предпочитаю обычное прохождение. А что вы думаете по поводу этого? Напишите об этом в комментариях. Что касается каких-то лайфхаков по прохождению этапов, то я, как уже говорил, ничего сверхсложного в данном мероприятии нет. Моя жена, например, вообще без какого-либо опыта в этом событии смогла пройти практически все этапы без использования дополнительных колокольчиков. Если я не ошибаюсь, только на 6 или 7 главе она один раз использовала дополнительные колокольчики, и все. Поэтому я лично не вижу необходимости постоянно тратить колокольчики на дополнительные попытки. То же самое касается и доната. Я не вижу смысла активно донатить только ради того, чтобы как можно быстрее закрывать главы и получать скины. Если посмотреть на цифры, то я вам уже говорил. Я доначу один раз $5 в 5 сезонов, и мы с вами сможем перейти за $1 на следующую главу. И мы получаем огненные кристаллы, ящики с материалами снаряжения губернатора, мифические общие фрагменты героя и, конечно же, не забывать про скин на остров. Ну и, конечно же, опыт, который мы получаем для общего показателя. Но, ребята, лично я все равно не вижу здесь достаточной ценности, чтобы специально тратить деньги ради данных наград. Так что я уже вам говорил, минимальный донат, спокойное прохождение и никаких лишних расходов. А дальше уже каждый решает сам, что ему важнее. Ну а что вы думаете по поводу этого события? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вам все-таки интересно посмотреть, как именно проходятся этапы, где находятся определенные предметы, как быстро закрывать главы, обязательно об этом напишите в комментариях. Если я увижу, что такой формат действительно вам нужен, я попрошу жену сделать для вас 4 видео на каждый сезон «Воспоминания о грезах», чтобы вам было удобно проходить этапы. Само событие, конечно, уже далеко не новое. Оно проходит у нас примерно полгода. Поэтому многие из вас наверняка уже прекрасно с ним знакомы. Но я постарался собрать в этом видео все свои мысли, расчеты и рекомендации по нему. А вы, пожалуйста, напишите свое мнение не только по поводу этого видео, но и самого события. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.